Привет, народ! Я Алина Рыжехвост. Внезапно мое видео для юсаппорта собрало что-то миллиард лайков, и вы просили меня снять ответы на вопросы. Но перед этим я хотела поблагодарить всех, кто поддержал меня на Патреоне, юсаппорте и других площадках. Спасибо вам большое, ваша поддержка помогает мне заниматься любимым делом. Первый вопрос. Как вообще пришла идея канала, с чего все начиналось? Изначально я выкладывала видео с выступлений фолк-группы, в которой я когда-то играла. Их вы можете посмотреть в плейлисте на моем канале. Затем один замечательный человек подарил мне укулеле. Раньше я не задумывалась о таком инструменте, но оказалось, что его довольно просто освоить, и я стала пилить незамысловатые видосики на нем. Также на чужой фотоаппарат, потому что своего у меня не было. Затем я стала экспериментировать, стараться объединять несколько инструментов в одной аранжировке. Например, укулеле и вистл. Ты что там пищишь? Укулеле и гитару. В итоге я осуществила свою давнюю мечту, запилила кавер на опенинг Хроно Кросса. Эта музыка мне знакома с детства, и это одна из тех мелодий, которые я первым делом принялась подбирать на моем первом духовом инструменте, вот этой свирельке. И так, постепенно обрастая инструментами и оборудованием, я обнаружила, что мой канал интересен людям, изначально ничего такого масштабного не планируя. На каких инструментах ты умеешь играть? Было бы слишком громко заявлять, что я прям умею играть на всех этих инструментах. Скорее, я могу исполнять определенные мелодии на каждом из них. Сейчас я просто перечислю инструменты, которые есть в моей комнате. Если хотите, я могу сделать подробное видео, где расскажу и покажу каждый в отдельности. Здесь я вижу гитару, укулеле, бузуки, домру, свирель. Вислы, мелодику, мандолину, банджо, баян, флейта, металлофон и калимба. Расскажи историю твоего общения с музыкой. С какого инструмента начала, было ли желание бросить все и так далее. Меня отдали в музыкальную школу по классу домры, когда мне было 7 лет. Неинтересный факт. Технически первым инструментом, на котором я занималась дома, была раздолбанная мандолина с 3 из 8 струн, которая имитировала домру. К концу музыкальной школы мне знатно опостылил репертуар, и я увлеклась металлом. И благополучно забила на музыку лет на 7. В принципе, не рассматривая возможности когда-нибудь вернуться в это. Затем меня заинтересовал фолк-метал, а через него и фолк. Я не до конца восстановила скилл игры, особенно на гитаре, но зато хватаюсь сейчас за все, что вижу, потому что мне нравятся совершенно разные инструменты. Как-то так. Есть ли у вас песни на русском языке вашего собственного сочинения? И если да, то будут ли они выкладываться на канал? На канале будут появляться инструментальные композиции моего... Она жрет гирлянду, да твою ж налево! На канале будут появляться мои собственные инструментальные композиции. С написанием текстов я, к сожалению, не дружу. Познакомь нас со своими кошками. В общей сложности у меня 3 кошки, но сейчас в быстром доступе только главная звезда канала Плюшенька. Это самая ласковая, спокойная ручная кошечка, поэтому она чаще всех попадается в видео. Я подобрала ее с улицы 1,5 года назад. Вот на этом видео она у меня в первую неделю пребывания. Дальше самое прекрасное церковное чудовище Асенька. Это очень шуганая кошка, она боится инструментов, боится плюшку, боится собственную тень. И Сима спокойная, она не любит лишнее внимание, но в паре видео она запалилась. Еще один неинтересный факт. На моем канале вы могли слышать голоса всех их. Вот, это Симочка. Чего ты лежишь? Асенька. И Плюшка. А также с нами живет Хорек. Ее зовут Сосисонька, она любит вонять и лизаться. Вот, посмотрите, какая миленькая. Проводишь ли ты концерты вживую? Как можно заметить по моему каналу, у меня не очень много друзей-музыкантов. А в одиночку, в реале, я довольно бесполезное существо. Просто песни под гитару, по-моему, не очень интересный формат. Можно рассказать немного о процессе, как происходит аранжировка, какая очередность записи инструментов, сколько дублей на каждый инструмент, как сводишь видео и аудио, чем пост обрабатываешь. Как идея, хотелось бы увидеть видео с бэкстейджем. Спасибо. Бэкстейджи сразу мимо. Там или много мата, или просто косячные дубли. Если есть что-то веселенькое, я вставляю в конец видосов. По поводу аранжировки. Для начала я продумываю, какие инструменты хотела бы видеть в записи. Затем
подбираю партии на слух. После этого проверяю, подходят ли тональности, это очень важно для инструментов, таких как вислы или калимба. После этого проверяю, подходит ли диапазон голоса и инструментов под продуманные партии. Если что, редактирую. Записываюсь, радуюсь. Если мне что-то не нравится, меняю, удаляю какие-то партии. По поводу записи. Сейчас я записываюсь в Reaper. После того, как все партии записаны, я отправляю файлы моему звукачу. Раньше я все это делала сама, но где-то с Каэр Морхена у меня появился звукач, и думаю, разница очень заметна, можете проверить. Когда трек готов, я монтажу видео в Sony Vegas. Вроде все. Какой твой любимый жанр музыки? Тоже непростой вопрос. Раньше я отдавала предпочтение исключительно тяжелым жанрам, все остальное считая слишком попсовым и легким для меня. Затем к ним добавился фолк и фолк-метал. Сейчас меня дичайше тащат оркестровые композиции наподобие музыки из Bloodborne. Хотя, наверное, такие композиции меня тащили с детства. Вот на днях обнаружила, это же опенинг Бэтмена. Это просто потрясающе. Какие инструменты еще хотелось бы освоить в жизни? Хотелось ли снова выступать вместе с коллективом? Для начала мне хотелось бы научиться по-человечески играть на том, что у меня есть. Ну и, пожалуй, освоить что-нибудь из смычковых для крутых оркестровых тем, наподобие того же Bloodborne, Dark Souls, или той шикарной композиции из Death Note, под которую Лайт убивает преступников. Да. Про коллектив тоже непростой вопрос, так как, с одной стороны, конечно, интересно в чем-то поучаствовать, повыступать с народом, но, с другой стороны, я уже привыкла все рассчитывать под свои возможности, делать своими силами, ну, и я не очень хорошо схожусь с людьми. Когда ты выбираешь кавер, как это происходит? Спонтанно, от чувства пройденных игр или что-то другое? В основном, как впечатление от пройденного или просмотренного. Так, например, музыку из Ори, Слепого леса, из Андертейла и Растения против зомби я записывала сразу, как начала перепроходить. Атаку Титанов запилила, когда надоело ждать выход новых серий и села читать мангу. С Бастионом история поинтереснее. Некоторое время у меня очень просили музыку оттуда или из Транзистора. Я посмотрела видосы, меня зацепила одна песня и решила поиграть. Но в итоге после прохождения я без сомнений выбрала финальную тему. Также я стараюсь не браться за совсем уж заезженные вещи. Например, после прохождения Last of Us меня ужаснуло количество видео с каверами, и я решила не трогать этот фэндом. Такие дела. На сегодня, пожалуй, все. Я постаралась ответить на самые часто задаваемые вопросы. Спасибо за внимание. Пока! И вы...